Когда двое бывалых охотников заметили в лесу странную рыжую лисицу, их это насторожило. Животное долго бегало кругами вокруг одного места, словно пытаясь привлечь внимание, а затем исчезло среди деревьев. Мужчины решили подойти ближе и увидели, как лиса аккуратно сбрасывает что-то в глубокую яму. Заглянув вниз, они отпрянули от неожиданности. На дне лежал изможденный мальчик. Эта история произошла в небольшой деревне Владимирской области, затерянной среди старых лесов. Там жила пожилая женщина по имени Мария Ивановна и ее 11-летний внук Саша. Судьба мальчика с детства была тяжелой. Родители погибли в аварии, и единственным родным человеком для него стала бабушка. Она была женщиной строгой, но мудрой, не доверяла больницам и лечилась только травами, зная лес как свои 5 пальцев. Сашу она учила не только выживанию, но и уважению к природе. Однажды весной Мария Ивановна внезапно потеряла сознание. Вернувшись из школы, Саша нашел ее лежащей во дворе. Деревенский фельдшер настоял на больнице, но старушка отказалась. Вместо этого она дала внуку список редких трав и попросила найти их в лесу. На следующее утро Саша отправился за лекарственными растениями. Он углубился в чащу, увлекся поисками и не заметил под ногами старую ловушку. Земля обрушилась, и мальчик упал в глубокую яму. Стены были гладкими, выбраться было невозможно. Он кричал, звал на помощь, но никто не слышал. 3 дня Саша провел в западне. Еда закончилась, воду он пил по каплям. Силы уходили, а надежда таяла. На 4-й день он услышал шорох и увидел над собой рыжую лису. Она смотрела на него долго и внимательно, а затем исчезла. Саша решил, что это галлюцинация, но вечером в яму упал кусок сырой рыбы. С этого дня лиса регулярно приносила ему еду. 2 дня подряд она сбрасывала рыбу, наблюдая, как мальчик жадно ест. Благодаря ей Саша выжил, хотя почти не мог двигаться. На 7-й день он услышал голоса людей. Это были охотники, те самые, которых привлекло странное поведение лисицы. Она буквально вела их за собой, подбегала, останавливалась, убегала и снова возвращалась, пока не привела прямо к яме. Мужчины вытащили мальчика, напоили его водой и были потрясены его рассказом. Под сеткой деревьев стояла та самая лиса, словно проверяя, все ли получилось. По просьбе Саши охотники не тронули животное, и оно спокойно ушло в лес, бросив последний взгляд на спасенного. Возвращение домой стало настоящим чудом. Мария Ивановна уже начала поправляться благодаря соседям, которые нашли для нее травы. Услышав историю, она лишь улыбнулась и сказала: «Я же говорила, что звери понимают больше, чем мы думаем». С тех пор в деревне стали иначе относиться к лесу и его обитателям. А Саша с бабушкой часто оставляли угощения на опушке для своей рыжей спасительницы, которая иногда показывалась издалека, словно навещая своих человеческих друзей. Эта история стала напоминанием о том, что сострадание и доброта существуют не только среди людей. Иногда помощь приходит в самом неожиданном облике.